Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Виктор Орбан вступил в финальную битву за энергетическую независимость. Начинается серьезная битва за полный отказ от российских энергоносителей в Европе. Компании ЕС будут обязаны раскрыть детали сделок по поставкам СПГ из России. О боже мой, кто бы мог такое ожидать? На самом деле мне очень нравится, что у нас ссылаются на Reuters, когда пишут про то, что вот надо будет раскрывать детали. У нас, знаете, многие пишут, вот Reuters сообщает, вот, понимаете, их источники узнали. Дорогие друзья, докладываю. Даже вот на этом канале эта нехитрая мысль высказывалась еще в начале мая. Что за источники у нас тут такие, которые позволили говорить об этом на 1,5 месяца, практически раньше, чем Reuters. Ну хорошо, ладно, на 1,5, на месяц раньше, чем Reuters. Кто? Наши агенты. Наши агенты. Непосредственно Еврокомиссия. Еврокомиссия 6 мая опубликовала дорожную карту по отказу от российских энергоносителей, в которой прямо прописано, то есть буквально вот прописано, чтобы все поняли, что будет усиливаться контроль, будет усиливаться мониторинг за поставками газа. Надо будет раскрывать, откуда вы газ получаете, чтобы не случилось такого, что вдруг это российский газ, но вы его как-то хитро купили. То есть это прямо говорится в распоряжениях Еврокомиссии. Это норма, которая будет неизбежно прописана в нормативно-правовых актах, которые будут регулировать те положения, которые концептуально были закреплены в дорожной карте. Дорожная карта – это, по сути, декларация, это пожелание. Никакой обязующей силы у дорожной карты нет. То есть дорожная карта – это не такой документ, который вы обязаны исполнять. Это, мы собрались, и мы считаем, что вот как-то так это все будет развиваться. Кроме того, почему мы так считаем? Потому что и дальше какую-то мотивацию вводите, потом даете какие-то прогнозы, потом пытаетесь оценить влияние на свой внутренний рынок, если речь идет про сокращение поставок энергоносителей, а речь о них, о сокращении поставок энергоносителей. Тот факт, что это за счет конкретно российских энергоносителей, ни о чем не говорит. Все начнут беспокоиться, что погодите, мы же, получается, прекращаем покупать нефть, прекращаем покупать газ, прекращаем покупать уран, чтобы это не значило в Российской Федерации. А как это на нас скажется? Как скажется это сокращение? И вы в своей дорожной карте пытаетесь писать потенциальному вопрошающему из стран Европейского Союза, как это скажется и почему это не страшно. Почему это не страшно? Потому что, во-первых, Еврокомиссия уверена, что во-первых, потребление газа не будет расти. Оно будет сокращаться. Почему оно будет сокращаться? Потому что возобновляемые источники энергии, которые шикарно оказали воздействие, понижающее на потребление газа в течение кризиса, как они считают, 22-24 годов. Так вот, ВИА продолжит давить на потребление газа, продолжит снижать потребление газа, а если добавить сюда еще и меры по экономии энергоресурсов, то потребление газа будет сокращаться аж на 15 миллиардов кубических метров газа в год, и, соответственно, к 2027 году, когда должно произойти полное прекращение закупок, 2027 год включительно, если что, мы сократим потребление аж на 45 миллиардов кубических метров, если говорить про газ. Обратите внимание, что российского газа в 2025 году мы в Евросоюзе, говорит Еврокомиссия, купим 36,5 миллиардов кубов, поэтому не надо беспокоиться, мы просто заместим весь этот газ. Но потребление-то начало восстанавливаться. То есть Еврокомиссия исходила из того, что потребление не только не будет расти, а будет снижаться, а тут оно... Какой ужас! Стало восстанавливаться. Более того, производство электрической энергии из возобновляемых источников сократилось. Да, разумеется, это такая, знаете, ситуативная история, ситуативная некая флуктуация, короче говоря. То есть на это не надо рассчитывать как на тренд, то есть вот сократилось производство на ветроэлектростанциях, вот таким сокращенным оно и останется в будущем. Нет. Просто ветер конкретно сейчас из-за погодных условий дул хуже, чем за аналогичный период прошлого года, производство электрической энергии на ветроэлектростанциях снизилось. А так как потребление электрической энергии выросло, пусть даже оно бы осталось на прежнем уровне, вам все равно надо было заместить вот эти выпадающие объемы чем-то еще. Чем? Газовой генерацией. Потребление газа в электроэнергетике увеличилось. Плюс оно, по имеющимся данным, увеличилось и в промышленном сегменте.
Хорошо, говорит Еврокомиссия, которая была готова к такому, знаете, такой подлянке со стороны европейской экономики, как восстановление. Ну, это вообще отвратительно. Я напомню, у нас такое безобразие было в 2017 году, 2017, когда потребление бензина должно было по всем прогнозам сократиться, а оно выросло процента на 2. А так как это не учли, то там был, знаете, небольшой разрыв в области накопленных запасов, в динамике проведения ремонтов, и хопа, там немножечко подскочили цены. Но там вовремя подсуетились и как бы проскочили это узкое место. А тут-то что вы сделаете, дорогие друзья? Вот с этим вот безобразным ростом экономики. Фу, кошмар. Кто вообще такое придумал? Просто восстановление потребления энергоресурсов – это маркер восстановления экономики. Не везде, не всюду, но тем не менее. Вот у Германии, кстати, с этим сложности. Но Германией Евросоюз не исчерпывается. Вот где-то лучше, где-то хуже. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Все нормально, говорит Еврокомиссия. Не волнуйтесь, даже если такое безобразие случится, что экономика будет расти, не дай бог, конечно, но тем не менее, мало ли, всякое бывает, и потребление энергоресурсов будет восстанавливаться, хотя мы всех уверяем, что оно и не падало, это как бы меры по экономии, это конкретно в рамках наших усилий, которые мы приложили, это меры по энергосбережению, это ВИА, это вот они позволили сократить потребление газа. Это вовсе не экономический спад. Нет, что вы. Так вот, если вдруг все-таки окажется, что экономика растет и потребление газа растет вместе с восстановлением экономики, ну что ж, к 2027 году поставки СПГ на мировой рынок вырастут, поэтому не надо переживать, все будет хорошо, все будет нормально. А к 2030 году на 250 миллиардов кубических метров вырастут поставки СПГ. Это на 50% от того объема, который мы зафиксировали в 2024 году. То есть в целом на рынок было около 500 миллиардов поставлено, а к 2030 году будет 750 миллиардов поставляться. Ну, тут для нас точно найдется немножечко газика. Ну что вы, в конце концов. Тут, правда, сейчас возникают вопросы, связанные с Ормузским проливом, но, опять же, это вот сейчас возникает, а потом они не будут возникать. Тем более в Штатах увеличится производство, а Штаты не зависят от Ормузского пролива. Европейские компании уже заключили контракты с американскими заводами. Если что, привезут газ. Ну, привезут же. Ну привезут. Ну, ребят, как в Китай? А Китай вот пошлины ввел. Индия, Япония, Южная Корея тоже потребляют газ. Какая неприятность. И там потребление местами растет. Вообще отвратительно. Ну, в конце концов, цену предложим лучше. И газ пойдет к нам. Вот примерно так видится развитие событий в области рынка газа Европейской комиссии. Теперь она хочет закрепить это все на законодательном уровне. То есть выпустить документы высокой обязующей силы, а к концу 2025 года Еврокомиссия хочет получить от стран Евросоюза национальные планы по отказу от энергоносителей из России, включая газ. Притом уже в 2026 году Еврокомиссия хочет, чтобы страны Евросоюза прекратили покупать российский газ на спотовых площадках. По ее оценке, это где-то треть от того объема, который будет поставлен в текущем году. Ну, то есть порядка 12 миллиардов кубов. Там 10-12, вот, примерно так. А все остальное это по долгосрочным контрактам. И вот нужно как-то так извернуться, чтобы в суд не подавали на компании, которые будут отказываться от выполнения долгосрочных контрактов. А там, знаете ли, есть принцип «бери или плати». Если ты не берешь, ты все равно должен платить. И вот как-нибудь вот придумайте. Мы сейчас вот придумаем вам общий план. Общий некий закон выпустим. Вы на базе этого закона выпустите свои законы и планы предоставьте. И в 2026 году полностью откажитесь от закупки российского газа, который вы покупаете через спотовые площадки. Ну, речь в первую очередь про СПГ, понятное дело. Вот. А в 2027 году будет последний год, 2027 будет последний год, когда вы можете покупать российский газ по долгосрочным контрактам. Тут мутным взглядом на Урсулу фон дер Ляйен смотрят такие люди, как Фицо, такие люди, как Орбан из Сербии, которые не входят в Европейский Союз, но по ней это косвенным образом тоже может ударить. В общем, и еще представители почти десятка стран
смотрят на этих чудесных людей из Брюсселя и говорят: в смысле? Знаете, кстати, к этим людям присоединяется руководство таких компаний, например, как Total, который немножко зарабатывает на продаже российского газа в Европейском Союзе и хотела бы дальше зарабатывать на продаже российского газа в Европейском Союзе. Плечо подвоза очень короткое, у Total есть доля в заводе Ямал-СПГ 20%. Прекрасный бизнес. Берем, продаем, зарабатываем. Красота. В смысле нельзя зарабатывать? В смысле мы должны везти куда-то еще? Куда? Зачем? Почему? Объясните смысл. Тут подключаются уже представители компании ОМV, которая разругалась с «Газпромом», но, тем не менее, видимо, держит что-то в уме такое, знаете, из серии: ну, это мы сейчас, вот у нас вот сейчас, дайте сложности, а потом, может, сложностей не будет. И, знаете, там ОМФА уже начинает в лице своего руководства говорить: может, не будем пороть горячку, может, мы как бы поймем, что конфликт в какой-то момент закончится, а нам надо будет восстанавливать отношения. А зачем мы сейчас вот будем как бы сами себе запрещать восстанавливать отношения? Это же нелогично, это по нам ударит. Да, сейчас начнут беспокоиться те страны и те компании, по бизнесу которых напрямую, компании, по бизнесу которых напрямую ударит прекращение поставок российского газа, точнее, запрет даже на теоретическое восстановление поставок российского газа. А также страны, энергобезопасность которых может пострадать, потому что, ну, что предлагается Евросоюзом той же Венгрии? Ну, вы как-нибудь там, ну, решите вопрос. Я не шучу. Это вот, понимаете, максимум, который предлагается Брюсселем Венгрии. Сири, ну а что вы? Не можете газ где-нибудь еще найти? Ну, походите, поищите. Не, ну мы вам, если что, поможем искать. Не шутка. Утрирование, но, точнее, утрирование и шутка, но полностью соответствующая действительности. То есть в рамках дорожной карты Брюссель предлагает покупателям российского газа свои невероятно ценные услуги по составлению соответствующих планов по отказу от российского газа, ну и как бы походить, посмотреть, как бы чем заместить. Вот, ну, мы, ребят, поможем. Чем? Добрым словом. Очевидно, что это не вызывает какого-то ажиотажа, восторга, рукоплесканий, вообще какой-то позитивной реакции со стороны тех стран, которым сейчас нужно на полном серьезе брать и закрывать для себя возможность покупать российский газ и зарабатывать на его перепродаже. То есть проблема ведь не только в том, что снизится надежность поставок. Внимательно смотрим на Ормузский пролив. Будут там проблемы, не будет там проблем, неважно. Просто внимательно, конкретно сейчас туда смотрим. И тычем моськой этих самых представителей Брюсселя. Тоже в Ормузский пролив и говорим: ребят, а вот если повторится, почему не повторится? Вот в 24 году что-то подобное было. Вот. В 24 году что-то подобное было раза два. И все тогда тоже боялись за Ормузский пролив. А вдруг, если даже сейчас нормализуется ситуация между Ираном и Израилем, то в 26-м году повторится что-нибудь такое, в 27-м повторится, в 28-м, 29-м, кстати. У Катара планы увеличения процентов на 50 поставок газа на мировой рынок как раз во второй половине 20-х годов. А если вдруг что, если проблемы у Ормузского пролива, то Катар не сможет вывозить свой газ на мировой рынок, включая Европейский Союз. Даже если очень сильно его попросить, даже если прям очень-очень попросить, прям изо всех сил, даже если сказать: ребята, $10 тысяч за 1000 кубов платим, даже так они просто физически не смогут ничего привезти. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.